несколько подростков решили развлечься жестокой шуткой. На пустыре у старых качелей они окружили служебного пса и девочку, которая пыталась его защитить. Один держал телефон, другой — машинку для стрижки. Они смеялись, пока шерсть падала на землю, не обращая внимания ни на дрожь животного, ни на слезы ребенка. Девочку звали Эмма. Она обнимала пса за шею и шептала, чтобы они остановились. Но для них это было лишь видео ради лайков. Они не знали, что этот пес, Рекс, прошел годы службы, вытаскивал людей из опасных ситуаций и не раз спасал жизни. Они просто ушли, довольные собой, оставив тишину и боль. Эмма осталась рядом. Она накрыла израненную спину пса своей курткой, стараясь не задеть порезы, и повторяла, что она здесь. Рекс не скулил, только тяжело дышал и прижимался к ней, как привык делать на службе. Позже появился ее отец, Ной Харпер. Он молча опустился на колени, осмотрел спину собаки и ничего не сказал. В его лице не было ярости, только холодная, собранная решимость. Он аккуратно укрыл пса и сказал дочери, что теперь все под контролем. В клинике Рекса срочно осмотрели. Порезы, стресс, риск инфекции. Ной задавал короткие вопросы, запоминал каждую деталь. Выйдя на улицу, он сделал несколько звонков. Без угроз, без эмоций. Просто запустил процесс. Видео нашлось быстро. Лица, смех, крупные планы. К утру стали известны имена. Дети влиятельных родителей, уверенные в своей безнаказанности. Когда официальная жалоба попыталась застрять, запись ушла дальше, тем, кто не привык закрывать глаза. История стала публичной. Те, кто смеялся, начали бояться. Один из подростков был задержан прямо в школе, другого забрали вечером. Родители возмущались, требовали решить по-тихому. Ответ был один – поздно. Рекс постепенно пошел на поправку. Он начал есть, поднимать голову, вильнул хвостом, когда Эмма вошла в палату. Шерсть отрастала неровно, но он больше не прятал спину. Суд не был показным. Без камер. Видео признали доказательством. Приговор оказался реальным. Штрафы, обязательные работы, учет, последствия, которые не стираются. Когда все закончилось, Ной просто взял дочь за руку и вышел. На улице светило солнце. «Они остановились?» — тихо спросила Эмма. «Нет», — ответил он честно. «Мы сделали так, чтобы это не повторилось». Прошло время. Пустырь зарос травой. Там больше не смеялись. Рекс лежал во дворе, греясь на солнце. Он был жив, спокоен и дома. Эмма знала главное — защита. Это не крик и не показная сила. Это когда кто-то не проходит мимо. И иногда этого достаточно, чтобы все изменить.